Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 21 ноября 2025 года. И я записываю одно из самых шокирующих видео по поводу дела Фарион Зинченко. Оно не будет касаться никаких технических, юридических деталей, а будет касаться деталей идеологических. Мы ничего не будем скрывать, ничего не будем выдумывать, все будем брать из материалов дела, из протоколов суда, из публичных заявлений сторон, а также от закрытых инсайдерских источников, которые стали известны через адвокатов. Итак, начнем. Полная хронология дела, чтобы никто не говорил, что я что-то утаиваю. 19 июля 2024 года, вечер, Львов, улица Масарика, Ирина Фарион, 60-летний языковед, экс-депутат от «Свободы», выходит из подъезда своего дома. К ней подходит человек в панамке и очках и красных рукавичках. Выстрел в голову с расстояния 1,5–2 метра из переделанного пистолета «Форд» калибра 9,18. Одна пуля попадает в лоб. Фарион падает, ее увозят в больницу Святого Пантелеимона. В 23:20 констатирует смерть от проникающего сквозного огнестрельного ранения. МВД сразу возбуждает дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». С 20 по 24 июля 2024 года масштабная операция СБУ и нацполиции. В соцсетях всплывает видео от неонацистской группировки НСВП, которая берет ответственность, обвиняя Фарион в расколе по языковому принципу. 25 июля 2024 года в Днепре задерживают 18-летнего Вячеслава Зинченко, студента, жителя города Днепр, футболиста, капитана команды. Его семья, отец, действующий военнослужащий ВСУ, с февраля 2022 года на Востоке, подразделение засекречено. Мать Елена, обычная женщина, преподаватель. Семья русскоязычная, сам Вячеслав знал украинский язык, носил футболку с Шухевичем. У него изымают телефон, ноутбук, одежду. Пистолета нет, до сих пор не нашли. 26 июля Шевченковский райсуд Львова арестовывает на 60 суток без залога. И Зинченко сразу заявляет: «Я не убивал Фарион». 26 декабря 2024 года квалификация меняется на часть 2 статьи 115 «Убийство по мотиву национальной нетерпимости в связи с общественной деятельностью Фарион», плюс статья 263 «Незаконное оружие». Обвинительный акт передают в суд. 13 февраля 2025 года начало рассмотрения по существу. Зинченко доставляют в бронежилете и каске из-за угроз. С тех пор арест продлевают каждый раз: 4 марта, 24 апреля, 8 июня, 4 августа и до 12 января 2026 года. Последнее заседание было 18 ноября 2025 года, следующее ожидается 26 ноября. Полное аргументированное изложение
доказательств вины Зинченко и доказательств его невиновности. На каждом заседании защита повторяет: большинство доказательств вины Зинченко сомнительны, а многие откровенно сфальсифицированы. Это не случайные ошибки, это целенаправленная подтасовка под идеологическую картину. Первое. Пистолет. Обвинение утверждает, что Зинченко якобы купил переделанный «Сталкер» 2906, аналог «Форд-17», с 7-8 апреля 2024 года за 4000 гривен у Робин Гуда. В реальности же пистолета нет, до сих пор его не нашли. «Форд-12», который показывали в августе 2024, нашли у менеджера Днепромлына в Днепре, абсолютно постороннего человека. Немировский заявляет: оружия убийства в деле нет. Все, что показывают, это не то оружие, и оно никак не связано с Зинченко. Второе. ДНК. На гильзе ДНК Зинченко нет. Об этом заявляет и обвинение, и защита. Однако насчет ДНК на стуле обвинение говорит, что мы ее нашли. Но оказывается только с 3-го раза. Немировский сообщает: первая и вторая ДНК экспертизы стула отрицательные. Третья якобы совпадение, но с явными признаками фальсификации. Пакет с гильзой опечатан 24 июля, а обыск был 25. Кто подменил? Нет цепочки сохранности. Речь идет не о гильзе, а о телефоне. Что касается гильзы, то в пакете ее вообще не оказалось. Прокурор Петлеваный сделал удивленное лицо, а потом ах, якобы вспомнил, что в пакете ее и не должно было быть. Зачем он тогда приносил этот пакет? Что касается ДНК на стуле, третья ДНК-экспертиза, внезапное совпадение после 2 предыдущих и после снятия запахов с помощью влажных салфеток. Это классическая подтасовка в лаборатории. Далее фото и видео с камер. Обвинение утверждает, что человек в панамке и очках – это Зинченко. Портретная экспертиза – 99% совпадений. Защита говорит, что есть видео, где имеется 2 человека, которых обвинение считает Зинченко. То есть, что он раздвоился. У Зинченко и у второго человека, который там на видео, разная походка, разные тулья панамки. Там есть вообще кепка, разный рост. А адерологическая экспертиза вообще считается ложной. Ее погрешность 20%. И результаты, вероятнее всего, подтасованы. 5. Признание сокамернику. Защита утверждает, что запись получена под давлением, и об этом тоже заявил Зинченко. Сокамерник – платный информатор СБУ. Видео признания отсутствует, только отредактированное аудио. В телефоне 7600 фотографий, обычные подростковые мемы, скриншоты улиц. Ничего конкретного про Фарион. Однако, как сказал прокурор Петлеваный, данные исследовались дистанционно. Телефон даже не включался. Это значит, что дистанционно такие данные могли быть туда закачаны. Мотив.
Защита утверждает, что Зинченко носил футболку с Бандерой, с Шухевичем, говорил по-украински, и нет ни одного доказательства личной встречи или прямой ненависти Зинченко к Фариону. Мотив выдуман. Но вот здесь мы подбираемся к очень интересному идеологическому моменту, и я прошу вашего внимания. Иск Софьи, особы, на 15 миллионов гривен. 13 января 2025 года София подает иск на 15 миллионов гривен морального вреда. Ровно столько же, сколько государство выплатило ей самой за погибшего мужа. 3 сентября 2025 года она публично заявляет: всю сумму до копейки передам на 4-й батальон «Сила свободы» бригады «Рубеж». Туда, где служил и погиб ее муж Василий Особа. У Зинченко таких денег нет и никогда не будет. Откуда будет взыскана такая сумма? С имущества семьи, с будущих доходов, с пенсии отца, действующего бойца ВСУ. А дальше еще круче. Слова Софьи в зале суда, дословно из протокола 9 апреля 2025 года, когда мать Зинченко разговаривала с сыном через щелку в ограждении в зале суда на русском языке. София сказала публично: «Русский язык изо рта в украинском суде – это позорное отношение к стране, в которой ты живешь. Русским языком убивают. Русского языка в зале суда не должно быть. Ни по телефону, ни когда мама ходит к сыну и болтает на русском языке. Меня это задело. Я думаю, что пока так будет, до тех пор победы в Украине не будет». А теперь от чьей пули погиб муж Софии Василий Особа? Публичная версия, которую озвучивают София, Олег Тягнебок, МВД, все СМИ, говорит следующее. 6 октября 2024 года Сиверское направление, погиб в бою с российскими оккупантами. Героическая смерть, 15 миллионов выплаты. Версия адвокатов из закрытых материалов досудебного следствия. Василий был убит не в бою и не на передовой. Стреляли с расстояния 5 метров из автомата Калашникова. Это не российская пуля, это наша, украинская пуля, дружественный огонь, несчастный случай в тылу или внутренний конфликт в батальоне «Свобода». Детали засекречены, чтобы не было скандала. Итак, что мы имеем? Два патриотизма, которые столкнулись лоб в лоб. Первый – патриотизм фронтового братства. Это когда отец Зинченко с 2022 года на нуле. Это когда русскоязычные, суржиковые и украиноязычные парни из всех регионов лежат в одном окопе и вместе идут на штурм. Это когда главный вопрос, кто рядом со мной под огнем, а не на каком языке он разговаривает с мамой. Это единственный патриотизм, который реально спасает страну. Второй – патриотизм языковой монолитности и чистоты. Это когда победа невозможна, пока звучит русский язык даже в СИЗО. Это когда дочь убитой женщины требует миллионы у семьи фронтовика.
и передает их националистическому батальону. Это когда скрывают, что муж этой женщины погиб, возможно, не от российской, а от нашей пули, пущенной с 5 метров. Только один из этих патриотизмов ведет к победе. Это патриотизм фронтового братства. Второй нас убивает изнутри и языком, и калашом с 5 метров, и, как утверждает защита, фальсифицированными доказательствами, которых по сути нет. Ни пистолета, ни ДНК на гильзе, ни нормальной ДНК на стуле. Что я требую? Первое. Полное, публичное расследование смерти Василия Особы с независимой экспертизой и открытием всех материалов. Второе. Повторные, независимые экспертизы всех доказательств по делу Зинченко. Видео, фото, ДНК, телефон. Третье. Рассмотрение дела с присяжными и прямой трансляцией каждого заседания. Четвертое. Если доказательства действительно фальсифицированы, уголовные дела против тех, кто их подделывал. Пятое. София Особе, если вы хотите настоящей памяти о муже и матери, поддержите оба расследования и передайте деньги на общий фонд ВСУ, а не на один батальон националистического направления. Если они, конечно, будут вам присуждены. Потому что пока мы стреляем друг в друга языком, пулями с 5 метров или фальсифицированными доказательствами, которых по факту нет, Путин будет сидеть и смеяться. Спасибо, друзья, что дослушали до конца. Это было долго и тяжело. Это был вопрос правды. Вопрос, что такое настоящий патриотизм. И об этом молчать нельзя. Пишите в комментариях. Требуйте правды. Шерьте это видео. Берегите себя и берегите Украину всеми языками, на которых мы ее защищаем. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.